Здравствуйте, дорогие зрители! Прошло 3 недели после наших последней проверки роз. Сейчас мы произведем ряд дальнейших действий, которые уже необходимы. Начнем мы сначала с того, что снимем термоизоляцию. Землю, которую мы на зиму нас засыпали, чтобы держала температурный баланс. Для этого, любое подручное средство. Я вот мастерок взял для таких мест, которые, пошире между бутылками снимать. А так, где уже, можно любую палочку или чего. В моем случае я вот взял эту лопатку старую, кухонную. Нормально. Это надо аккуратно снять землю, так как после этого, скажу я вам, надо будет с некоторых черенков, не с некоторых, те, которые уже нормально, более развитые, это черенков, бутылочки уже надо раскрыть, уже оставить свободно, чтобы росли они. Сейчас мы аккуратненько землю это снимем. Поверхность смотришь так, я-то проверял, глядел, большинство так очень даже обнадеживаешь, уже должны быть даже корни. Сейчас вот земли это. А бутылочки пока я не трогаю, не снимаю в целях безопасности. Какой безопасности? Чтобы не повредить черенков, случайно не поломать, ничего. При этом же еще бутылка защищает, чтобы шипы это не повредить себе руки, не поцарапать. Уже полностью, когда очищение произведу, уже потом можно будет выбирать, какие бутылки снять, какие оставить. Сейчас вот немножечко мы ускоримся, чтобы так уже время не тянуть, это показ. А работа идет. Сейчас мы быстренько уберем это дело и приступим к дальнейшим действиям. Вычистили все поле. Поле, скажем, да. Можно уже бутылочки снимать. Кустик хороший. Уже кустик. Уже не черенок. Некоторые еще худошавые. Обратно накроем бутылочку. Пускай дальше разбиваются, потому что их череп пока рано раскрывать. Кустик опять хорошенький такой. Конечно, если бы была бы посуда покрупнее. Видите, опять это уже высохший. Посуда, если была побольше, так им бы и роскошно была бы сидеть. А так немножечко съеженный. Сейчас раскроется, они быстро примут хорошую форму. Видите. Пока сами видите, процент укореняемости это, то есть видно, что обнадеживающих кустов много. Немало, я вам скажу. Даже раскрываю, душа радуется. Некоторые наполовину так, тоже отойдут и будут хорошие они. Конечно, часть все равно это будут высыхать, пропадут. Это ничего страшного, что делать? Видите, черенок, как ты вчера это отрезал, посадил, это даже никаких действий, это, изменений. Как он был, так и есть это даже. Не знаю, позже посмотрим. Может, какой-нибудь росток пробьется, а может и нет. Это ничего страшного. Кустик. Это разные сорта. Я даже не помню, где каких садил. Это, все куча, делал. Же прошлогодний. Прошлогодная роза цветет, уже хорошая. Так скоро, думаю, что и из этих некоторые начнут цвести. Это крупные розы у нас. Пока. А там у нас рядом уже мелкие. Из супермаркета, из цветочного магазина куплял. Не цветочного супермаркета, да. В горшочках. Посадили в землю. И они очень хорошо прижились. Смотрите,
уже бутончик торчит даже. Вот смотрите. Мне что нравится у них, что очень приживается, они хорошо укореняются. Вот видите, под каждой бутылки это не по одному, по два, по три черенка. И каждый вот это, ну то есть высохших пока нету. Вот 3 штуки посажено вот тут. И все 3 на месте. И каждом, вот видите, уже цветет. Маленький уже цветет. Да что мне больше нравится, что у них это очень хорошо, и они укореняются. Ну и рост там уже больше, чем в горшке. Не так, что мелочь. Где-то выше, ну вот, похвалили, видите? Некоторые бывают так, что вот высохшие. Ну а так вот на улице высадили, они выше колена уже так ростом. И цветут уже 2-3 раза, короче, за сезон, короче, за летнее теплое время. И зиму переносят очень хорошо. Ну и черенкование, видите, там сколько отходов. И тут почти что, ну вот один куст, это одну бутылку удалил, остальные все на месте. Так что, ну, можно первый ряд, если садить, это клумбы маленьких, дальше уже больших, чтобы вот так ступенечка, и очень даже красиво будет. Вот смотрите, а эти уже, то, что оставил, позже уже, пускай немножко еще укоренятся, нормальный вид примут, тогда можно будет и их раскрыть. Ну а так пока все. Полив. Поливать, вот видите, земля какой. Я поливать не буду. Вполне влаги хватает, тем более они где-то сантиметров на 15 глубину еще, там более влажно. То есть поливать пока на таком состоянии не надо ничего. Ну а так все, будем наблюдать дальнейшее развитие. Ну вот прошел еще месяц. Уже середине июля. И розы наши вот уже, видите, в каком состоянии. Ну то есть нормально, уже кусты сформировались неплохо. Ну сейчас мы сделаем некоторые уже последние действия. Ну то есть раскроем уже остаток черенков. Посмотрим, как они себя чувствуют. Ну уже больше накрывать мы их не будем. Просто раскроем и все. Ну вот видите, часть это вот раскрыл, ничего не изменилось, короче, никаких улучшений. А вот это уже нормально продолжает расти, развиваться. Немножко задержкой, но все равно уже есть движение, видно что. А те, которые уже остались так в нулевом состоянии, ну больше с ним уже, и думаю, не стоит чего-то делать, предпринимать. Ну выдирать я их не буду, конечно, пускай будут, не мешают. Можно уже свежих черенков садить в другом месте. А это уже если выживут, так выживут. Нет, так выдрал, да выкинул. И вся проблема. Погода сегодня ветреная. Такая немножечко выветрила. Это вот видите. Песок. Ну земля, грунт. Побелел аж. Ну а где вот бутылки выдрал, это убрал. Видно, что влаги хватает, поэтому я поливать все равно не буду. Там корней все равно, ну, глубиной где-то сантиметров 15. Ну, на 2 почки садили низ. Поэтому, ну да, сантиметров 15. Там влаги намного больше должен быть. Ну, то есть нет необходимости поливе. Ну, вот, на следующий год уже черенков немножечко посадил. А это уже низкорослые розы, которые показывал, хвалил, уже отцвели. Скоро уже отпадут и новые начнут цвести цветы. Ну, в основном уже вроде все рассказал. Пересадка. Пересадки осенью спокойно можно, вот это что такие, как уже, ну вот отцвели, вот видите розы, так, у них уже корневая система будет отличная, пересадить вполне можно и никаких дальнейших
плохих последствий. То есть они приживутся как надо по осени. И накрывать ничего не надо. Выживают они, мороз, все. То есть без проблем. А так, все. Спасибо за внимание всем. Спасибо, что посмотрели до конца ролик. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем до свидания.